Самый мистический дом Америки. Дом-лабиринт, который сводил с ума престарелую миллионершу. Светлая голова встречается с темными силами. Докопается ли она до правды? Смотрите до конца и все узнаете. Я только что была в этом доме и хочу с вами поделиться впечатлениями. Это дом Винчестеров. Он находится в Сан-Хосе, недалеко от Сан-Франциско, в Калифорнии. И он принадлежал семье Винчестеров, изобретателям очень популярной винтовки, которая, вы удивитесь, называется Винчестер. И она была очень популярна в 19 веке в разных войнах, которые вело США, в баталиях на Диком Западе. В общем, благодаря огромному количеству госзаказов семья Винчестеров стала очень состоятельной. И после смерти мужа жена Винчестера, Сара Винчестер, купила на этой территории колледж, который потом переделала в свой дом. И вот это вот краткая справка про этот дом. Что интересно, с первого дня покупки этого дома до последнего дня ее жизни в этом доме постоянно шел ремонт, постоянно шла какая-то перестройка, достройка, примерно 30 лет. Сколько вот она здесь жила, столько он и шел. Если вы думаете, что ваш ремонт затянулся, вы должны познакомиться с историей Сары. Весь этот дом строился без плана, без общей какой-то идеи, и вся планировка внутри этого дома вот так вот вся шиворот на выворот, там нет никакой логики, все очень бардачно устроено. Когда пространство неграмотно спланировано и нет общей идеи, то внутри чувствуешь себя не очень хорошо из-за этого. В общем, после смерти Сары, владельца этого дома, дом купил какой-то предприимчивый. Он тут некоторое время попереосмыслял все, а потом придумала легенду, что на самом деле эта Сара была какая-то сумасшедшая старушка, и она боялась призраков убитых людей из винтовки Винчестер. Поэтому она постоянно перестраивала свой дом, поэтому здесь такие витиеватые путанные коридоры, поэтому здесь двери, которые открываются в никуда, и окна, которые смотрят друг на друга, или какие-то перевернутые элементы интерьера, чтобы эти глупые призраки запутались в пространстве и не добрались до ее спальни и не похитили ее душу. Благодаря этой легенде сюда ходят толпы туристов. Вы можете даже прикинуть, в доме проводятся экскурсии примерно с 10 утра до 6 вечера группами по 30 человек с перерывами в 10 минут. То есть каждые 10 минут здесь проходит группа из 30 человек. Билет на экскурсию стоит $40. Напишите в комментариях, сколько в день зарабатывают владельцы этого дома, если вы сможете это посчитать. Мы были на экскурсии, и экскурсовод нам взахлеб рассказывал о том, как вот эта сумасшедшая старушка в попытках все здесь перепутать и перемешать, ставила все в неправильном порядке. И, например, говорит, задает он вопрос публике: как вы думаете, что не так с этой колонной? Я вижу, что она чуть-чуть заужена снизу и чуть-чуть расширена сверху, а должно быть-то наоборот по канонам. Я говорю, она upside down. Он говорит, точно, она кверх ногами стоит. Это все потому, что Сара хотела, чтобы призраки вот эти глупые, которые ничего не понимают, подумали, что вот там вот потолок. И мы тут гуляем по территории, и здесь вот эти вот колонны лежат в свободном доступе. Их можно поставить в любую часть дома, хоть кверх ногами, хоть поперек, хоть как хочешь. И, откровенно говоря, друзья, это, конечно, шарлатанство. И если вы будете в доме Винчестеров, пребывайте здесь осознанно и понимайте, что здесь очень много выдумок про всю эту мистику. Наслаждайтесь только интерьерами и только окружающей красотой. Естественно, без этой прекрасной мистической легенды сюда бы не ходили такие огромные толпы туристов, сюда бы пришло 2-3 человека, таких фанатов, как я, которым просто интересен интерьер 19 века и аутентичные предметы мебели и обстановки. На самом деле хозяйка этого дома очень много занималась благотворительностью. И то, что она перестраивала свой дом, в этом тоже была часть ее благотворительной деятельности.
то что в прошлом ее отец, будучи строителем, испытывал огромные сложности при поиске работы. И когда она уже стала состоятельной женщиной, она могла себе позволить помогать таким вот строителям, каким был ее отец, и устраивать для них новые рабочие места. Но и в том, что хозяйка постоянно перестраивала свой дом, в этом тоже была сплошная логика. У хозяйки были больные суставы, и ей было удобно подниматься по лестницам, где нужно ножкой только слегка так вот и наступил на ступеньку. В доме очень много лестниц с подступенком высотой 5-7 сантиметров. У обычной лестницы высота ступени составляет 12-15 сантиметров, и она занимает меньше места. Ступени с маленьким подъемом обязательно должны иметь длинный и витиеватый путь, и они занимают больше пространства. К тому же в 1906 году здесь было очень сильное землетрясение, и очень много частей этого дома обрушилось, и из-за этого двери, которые типа открываются в никуда, на самом деле открывались в нормальные комнаты, просто эти нормальные комнаты уже разрушены, а не потому, что она хотела запутать призрака. В общем, если откинуть всю мистику и посмотреть на дом с интерьерной точки зрения, с точки зрения истории развития интерьерной моды, то вам очень понравится это место. Очень жаль, что нельзя в этом доме проводить никакую фото- и видеосъемку даже журналистам и блогерам. Очень жаль. Благодаря тому, что некоторые комнаты в этом доме не ремонтировались после землетрясения 1906 года, можно увидеть конструкцию этого дома. И если переводить на сегодняшний язык, он построен по деревянно-каркасной технологии. Это такие большие деревянные столбы и деревянные балки, которые обшиваются, грубо говоря, вагонкой. И поверх этой вагонки уже накладывается слой штукатурки, а поверх нее в большом количестве присутствует линкруста. Это такие обои, которые были очень популярны в XIX веке и имеют натуральный состав. Они там из льняного масла, из древесной муки, джут, еще что-то в составе. Это все очень вкусно пахнет. Они настолько классные, и у них очень выразительный рельеф, но они очень тяжелые, сложны в монтаже. Но после монтажа они очень прочные, практически пуленепробиваемые и превращаются в камень. Никакие другие обои на свете не могут дать такого же рельефа, как дает линкруста. И, кстати, вы, в принципе, если захотите, можете сейчас купить себе домой обои 19 века из льняного масла и древесной муки, но ждать их придется полгода, потому что изготавливаются они по оригинальной технологии, по такой же технологии, как изготавливались обои вот это линкруста в 19 веке. Но они действительно очень крутые, и в доме их очень много, и на стенах, и на потолке, и все это смотрится классно. Мне очень понравилось, что здесь практически в каждой спальне у изножья кровати есть специальная вешалка для покрывал. Мне очень понравилось, что здесь у ступенек на лестницах в уголках есть специальные латунные вставочки, которые не позволяют скапливаться там грязи и пыли. Мне очень понравилась постирочная, которая имеет специальные раковины с рифленой поверхностью, об которую можно стирать белье, и с краном, который позволяет в эту раковину наполнить воду и сделать ее, например, мыльной и постирать получше. И там же в постирочной есть еще очень интересные такие приборы, которые отжимают одежду или белье и делают его не только более сухим, но и более гладким, и частично гладят его. Мне еще очень понравилось, что здесь на кухнях есть специальные столешницы с желобками, чтобы там сушилась посуда, и вода с этой посуды стекала по этим желобкам в раковину. Конечно, такое встречается и в современных интерьерах, просто я очень сильно удивилась, что еще в 19 веке, в 1800 каком-то там году были такие столешницы, и они вот так вот оригинально сушили посуду. В общем, здесь очень много интересных таких интерьерных фишек, которые я с удовольствием поизучала, и с радостью рекомендую тем, кому интересна интерьерная тема, вот этот вот дом к посещению. Вам очень понравится. На этом все. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Мы тут говорим про интерьеры и дизайн. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и пишите в комментариях ваше мнение по поводу этого дома. До новых встреч, всем дизайн!